Добрый вечер, дорогие любительницы творчества. В эфире онлайн-школа кукольного мастерства Панпина. И с вами в студии ведущая Ирина и наша мастерица Каковихина Тамара. Здравствуйте. И сегодня начинается наконец-то мастер-класс по пошиву куклы Эльзы. Да, по пошиву тельца куклы Эльза. Сегодня мы будем выкраивать туловище, ноги и руки нашей куколки. Так. Для этого мы берем бязь уже тонированную, ее раскладываем в 2 слоя и начинаем вот наши выкройки наши. Так, прикладываем и обводим. Начинаем с туловища. Прикладываем так, чтобы был запас на сгиб. И внизу отмечаем, что вот мы оставляем вот для набивки место. И скрепляем вот это вот обведенное иголочками. Так, туловище обвели, сейчас обводим ножку. Также оставляем запас. Так, вторая нога. Так, ножки обвели, отметили, где оставляем для набивки. Так. И прокалываем булавочками. Сейчас делаем ручки. Ручки делаем вот так вот. Прикладываем, чтобы вот эта часть, где ладошка, она была вот как бы ниточки, ну наискосок вообще. Обвели вторую руку. Угу. Тоже скрепляем булавочками. Подошву вводим, да. Так, можно вот так. Подошву мы тоже сколем булавочкой, но прошивать ее не надо. Сейчас будем шить. Начинаем прошивать, ну, наверное, с туловища сначала. Так, туловище прошили. Теперь можно убрать булавочки. Вот такой момент здесь. Вот у нас головка будет соединяться с туловищем. Сюда буду вставлять такую вот проволочку. И мне придется здесь подрезать. Поэтому от этого места до плеча мы прошьем еще раз. И с этой стороны также, да. Туловище у нас готово. Ниточки лишние обрезаем. Так, мы, значит, берем 0,5 миллиметров. 0,5, да, на загиб. Угу. Так, вот еще один момент с ножками. На ноге прошиваем вот это место, не зашиваем. Вот здесь еще место под набивку. Да, и здесь два оставляем, места не прошиваем. Да. Одна нога готова. Угу. Шьем вторую ножку. Ножки у нас готовы. Можно вырезать. Так, вырезаем ножки. Теперь мы будем шить ручки. Ручки также не забываем оставлять место для набивки. И в районе пальчика и ладошки очень так внимательно смотрите, чтобы было ровно по выкройке. Руки готовы. Вырезаем руки. Стопу мы ее вырезаем ножницами. На стопе можно запас оставлять 0,3. Вот здесь нужно поменьше оставлять на вот этот вот, не 5, а поменьше. Вот я вот убираю лишнее. Тут это ни к чему. И вот все сгибы мы подрезаем в локтях. Вот тут сгиб. И особенно, вот посмотрите внимательно. Особенно нужно подрезать вот там, где большой пальчик и ладошка. Вот в этом месте, там такой острый угол получается. Ее нужно подрезать только очень аккуратно, чтобы нитки не разрезать. Прямо вот до самых ниток. И везде начинаем подрезать. В ладошке, в запястье, там где локоть. Так, все вот еще такой моментик. Вот ножки. Кладем вот так вот они. Зеркально как бы, да, и ставим крестик в районе крепления. Угу. Здесь мы будем пришивать пуговицы. А вот стопа у нас, она немножко, она такая несимметричная, она левая и правая. Вот у нас. Я обычно стопы приметываю нитками. Я вот так вот ее сгибаю. Угу.
делаю складочку, чтобы понять, где серединка. Так. Вот согнула. Угу. Вот, и этой серединкой прикладываю к шву. Прикладываю, чтобы... Лицевой внутрь получается. Вся лицевая у нас внутри, лицевая да? внутри, да. Это все у нас изнаночная. Так, это тоже проверяйте себя, И чтобы карандашик видно было у вас. пришиваем. Вот так вот здесь вот уже пришито. Ну все, пришили. Сейчас можно прошивать на машине. Прошивать лучше со стороны ноги. То есть вот так. Прошили. Все получилось? Сейчас смотрю. Вот, ну вроде бы да. Можно убрать нитки на то, что мы приметали. Все получилось, Все да? сшили, да. Все хорошо. Мы переходим к набивке. И будем набивать, да. Начнем с туловища, да. Мгм. Делаем насечки в районе шеи. Так. Вот где шея начинается Мгм. от туловища. Делаем где-нибудь, ну, штуки 3. Так. С другой стороны. Дальше делаем насечки на плечах. Делаем насечки на талии. И дальше ниже, тоже где повороты идут, везде насечки. Теперь мы его выворачиваем. Чтобы вывернуть, можно использовать нашу палочку для суши. Так, вывернули. Вот для того, чтобы головку соединять с туловищем, я вставляю в туловище вот такую проволочку. Для Очень того, чтобы ее интересно. вставить, нужно вот в этой шее, я уже говорила, 2 раза нужно прошить. Вот здесь в шее мы так надрезаем один ниточку. Вот, сделали дырочку и вставляем туда Просто нашу немного проволочку. распороли, да? Наружу примерно 3 сантиметра. То есть внутри у нас 5 сантиметров получается. И набиваем. Набиваем синтепоном. Распушайте очень хорошо, чтобы не было комочков. Мгм. Вот, чтобы все было Плотно, плотненько. очень плотно. Вот сейчас вот, девочки, кто уже набил хорошенько шею и начал уже плечи набивать, немножко вот так вот все туда подтянули, Мгм. все вот так вот надавили. И можно вот это место, где шея заканчивается, сколоть это все булавочками. И она будет держаться у нас. Булавочки можно уже убрать. Никуда у нас уже ничего не Уже выйдет. ничего, они уже не нужны. А я сейчас покажу, как вырезать стелечки. Стелечки можно делать из той же выкройки, какая у нас была для подошвы. Посмотрим на нашу подошву, какая получилась. То есть, если вот она, ну, она примерно подходит, да? Обводим нашу подошву на плотном картоне. Обводим, вторую обводим, переворачиваем зеркально. Обводим вторую подошву, стельку. Получились вот у нас такие вот
стелечки. Сейчас мы их вырезаем. Вот, вырезали. Теперь для того, чтобы их вставить, нужно ножку нашу вывернуть с изнанки на лицевую. Вот я здесь немножко подрезаю. Так. Слишком много на запас. Немножко поменьше. И опять же делаю засечки. Так, надрезики делаем вот там, где нога в стопу переходит. Там, где вот у нас со стопой сшито, тоже надрезаем. Подрезаем во всех поворотах. Под коленкой. Ну и выворачиваем нашу ножку. Наш крестик оказался внутри. Вот здесь. То есть это у нас ножка получается правая. То есть берем стопу, которая правая. Вот это правая у нас стелька. Вставляем в эту ногу. И смотрите, чтобы правая была, не переворачиваем. И вставляем вовнутрь. Так, стелька оказалась велика. Можно ее подрезать. Значит, ее подрезаем. Так, значит, нога. Нога у нас правая. Все вставляем как надо. Ну вот, все вставили. Вот наша стелечка внутри. Теперь мы вот эту вот ножку начинаем заполнять также синтепоном. Мы это будем дома делать, это будет домашнее задание у нас. Вот. Но я покажу, как нужно начинать. Вот, то есть стелечка у нас в ножке. Так. И мы вот так вот начинаем с того, что вот в носок вот так очень плотно туда вот синтепон утрамбовываем палочкой. И стараемся придерживать вот за пяточку, чтобы наша стелька не уползла никуда, чтобы она сидела на месте. Я даже иногда вот так вот булавочкой закрепляю вот этот шовчик, вот где подошва сшита с самой ногой. И тогда никуда не уползет ничего. И можно заполнять ногу синтепоном. Дорогие друзья, на сегодня, значит, на дом у нас это сделать стельку из картона, да? Вырезать стелечки. Вырезать стелечки из картона, значит, вывернуть ножку, вставить туда картон и набить ноги. Да, набиваем ножку до нашего вот этого разреза. До разреза. Потом будем вставлять пуговицы. На следующем занятии, да? Да, приготовьте пуговки. Вот у меня такие. Какие большие пуговицы? Большие нужно, да, ну вот где-то 2,5 2-2,5 сантиметра примерно пуговиц. К этому занятию нужно проволочку приготовить для ручек. Ну, я там писала, сколько нужно. Хорошо. Вот. Ну и синтепон также. Да. Ну и все, будем продолжать набивать. Да. Спасибо большое вам, что были сегодня с нами. Спасибо всем. До свидания. До свидания.